В последние недели по всей стране участились массовые облавы на мигрантов и проверки граждан постановки на воинский учет. Нас привезли по адресу военкомат, комиссариат, военный комиссариат. Октябрьский проспект 261. По данным правозащитников, масштабные рейды прошли в большинстве крупных городов России. Облавы проводятся в торговых центрах, на стройках, спортзалах и других общественных местах. Ну это же отлично. Это же отлично. Молодцы. Это же отлично. Молодцы. Особое внимание силовиков, по словам очевидцев и пострадавших, направлено на выяснение сведений о воинской обязанности у мужчин. В Москве сотрудники ОМОНа устроили жесткую проверку в фитнес-клубе. По рассказам клиентов, всех посетителей сначала положили лицом в пол, а затем разделили по этническому признаку, условно «русские налево, нерусские направо». И далее начали проверку паспортов. Есть просто представление среди широкого круга обывателей, в принципе, о том, что политика — это некоторая, особенно политика государства, особенно политика в России, это упорядоченная система, где кто-то там наверху сказал, и вот оно с такими волнами расходится вниз, и все исполняют, потому что жесткий контроль. Дело не только в том, что слова и действия расходятся, но и в том, что нет никакой координации между ведомствами. То есть, если мы смотрим какой-то экономический блок директора Центробанка или министра финансов, у нас самая большая проблема в экономике – это нехватка рабочей силы. И в этой ситуации единственный способ решить эту проблему – это привлечение мигрантов. Нет никакого другого варианта, он просто не существует. Невозможно нарожать детей, даже если вдруг вы заставите всех рожать по 28 миллионов детей, все равно на это уйдет 20 лет, прежде чем они смогут работать. Поэтому привлечение иммигрантов – это очень важная политика государства для того, чтобы экономика не развалилась. Но при этом силовые ведомства или местечковые там, губернаторы у себя где-то, они очень отсоединены от всего этого дискурса, поэтому они претворяют в жизнь какие-то свои собственные представления о том, что да, вот иммигранты, они нам чего-то мешают. Юристы, работающие с делами мигрантов, сообщают, что подобные рейды происходят регулярно, как минимум дважды в месяц в большинстве крупных городов России. Граждан России после проверок могут отправить в военкоматы, а мигрантов в центры временного содержания с последующей депортацией. К примеру, в Омске в результате подобного рейда на строительной площадке были задержаны почти 30 нелегальных мигрантов. При появлении силовиков нарушители пытались спрятаться в недостроенных помещениях и на крыше. По итогу все задержанные в ближайшее время будут оштрафованы и выдворены из страны. Массовые задержания проходят и в Подмосковье. В Подольске была накрыта этническая закусочная «Весна», где сотрудники полиции при задержании действовали довольно жестко. Ой, меня вот этот скрутил, сука. Вот этот он меня бил. Они убежали два там пацана. Вот видишь, меня крутят. Сука, меня пнули. Да, еще кто-то пошел за вами. Вот так пошел. Баха прыгнул. Я охуел. В то же время активисты русской общины при поддержке силовиков провели рейд в крупной ночлежке. Как оказалось, там проживает множество нелегальных мигрантов. По итогу в участок доставили несколько десятков человек. Тем временем на российской границе уже неделю ожидают разрешения на выезд более 500 граждан Таджикистана. Некоторые из них пытались покинуть Россию, чтобы продлить срок пребывания и вернуться обратно. Однако были остановлены российскими пограничниками. Также в Ханты-Мансийском автономном округе была раскрыта преступная группировка, незаконно завозившая иностранных специалистов. Бандиты подделывали трудовые договоры и регистрировали мигрантов, которые фактически не работали. В результате возбуждено 57 уголовных дел. Выявлено 700 нелегальных мигрантов. Очень часто это просто популистские шаги. Я хочу поддержку населения в каком-то регионе. Я буду говорить, да, давайте мигрантов всех вон отсюда. Сразу поддержка вырастет.
Хотя, в принципе, сейчас поддержка не очень нужна губернаторам, их никто не выбирает. Но, тем не менее, особенно на федеральном уровне, подобные заявления звучат иногда, и они просто свидетельствуют о том, что нет никакой координации в политике государства между экономическим и силовым блоком. Там гвардия, МВД и армия, они ненавидят друг друга больше, чем иммигрантов. И там борьба идет между ними за влияние не меньше. Поэтому тут это часто бывает то, что хотят выслушаться. Да, вот смотрите, мы накрыли тут притон с иммигрантами или какой-нибудь гей-клуб или что-нибудь такое. Смотрите, мы радеем за безопасность Отечества. Отсутствие государственной машины, нет же институтов. Как у нас президент называет-то? Ручное управление. Но руки-то две, а страна полная. Поэтому руки не контролируют это все. И в итоге появляются вот такие явления, которые противоречат заявлениям, противоречат интересам государства, экономическим, военным, каким угодно, геополитическим. Так как институтов нет, и есть ручное управление, то там, где ручное управление заканчивается, оно заканчивается очень быстро. Невозможно контролировать огромную страну с населением более 100 миллионов человек на ручном управлении. Вот это просто показывает очень наглядно тот факт, что никаких многоходовочек, никаких планов там хитрых их не существует. А и не может существовать в стране, в которой институциональное развитие, в общем, на уровне банановой республики, где все решает группа людей наверху, да, которые друг друга тоже не любят, друг с другом соперничают. И нет никаких механизмов, которые бы их контролировали, нет абсолютно никакой системы сдержек противовесов. По всей стране нарастает волна давления на трудовых мигрантов, сопровождаемая жесткими мерами, проверками, депортациями и уголовными делами. Правозащитники выражают обеспокоенность массовым характером облав и нарушениями прав задержанных. А для объективности я попрошу вас написать в комментариях, как в вашем регионе обстоят дела с нелегальными мигрантами. Заметили ли вы какие-то изменения за последнее время? И как вы думаете, почему именно сейчас проводятся такие акции? Действительно ли государство начинает бороться с нелегалами? Либо же это просто так называемая показуха? Напишите, нам действительно это интересно и очень важно доносить правду до людей. Подпишитесь на Чеснок, мы публикуем только проверенную информацию, а все, что нельзя публиковать на YouTube, всегда есть в нашем телеграм-канале Чеснок.